Приветствую вас. Тема нашего расклада сегодня это валюта БРИКС, платежная система, система расчетов, по-разному называют. Посмотрим мы немножко 2025 год в контексте доллара и евро. Валюта БРИКС, доллар, евро. На дне колоды у нас паш Пентаклей, это какие-то документы, это проекты документов, значит, это еще может нам говорить о работе, если мы говорим про какой-то финансовый фондовый рынок. Значит, валюта БРИКС, пятерка жезлов, двойка кубков, восьмерка Пентаклей. Если мы говорим в контексте системы БРИКС, тех стран, которые входят, отсутствие какого-то общего диалога, могут возникать какие-то спорные моменты, которые не позволят договориться. Необходимо проведение каких-то дополнительных работ для того, чтобы можно было подписывать различного рода соглашения. Некоторые страны действительно могут вводить эту валюту, например, для платежей, но тем не менее пятерка жезлов, двойка кубков и восьмерка Пентаклей нам говорят о каких-то трудных моментах или трудном периоде, особенно если мы говорим в контексте 2025 года. Будет проделана какая-то работа для того, чтобы можно было урегулировать какие-то спорные моменты. Здесь некоторые страны действительно могут рассчитываться, особенно если мы говорим про промышленный и производственный сектор. Еще пятерка жезлов, двойка кубков и восьмерка Пентаклей, это, знаете, как попытка ратифицировать, попытка укоренить, укреплить эту страну, не страну, а данную валюту, либо платежную систему. Пятерка жезлов, двойка кубков и восьмерка Пентаклей может нам говорить о необходимости строительства, условно говоря, строительства какой-то инфраструктуры для того, чтобы эта валюта, либо эта система платежей могла начать работать в полной мере. Значит, в контексте 2025, середина 25 и конец 25 являются наиболее благоприятными, что касается периода конец 24 и начала 2025 года спорными. Если мы говорим про доллар, пятерка Пентаклей, старший аркан Дьявол и королева жезлов, здесь у нас показаны и продемонстрированы инфляционные процессы. Здесь у нас может, я не могу сказать, что потеря позиции доллара, потому что Дьявол и королева жезлов это как держать в узде, это быть в зависимом положении. С одной стороны, это удобство какого-то расчета, но пятерка Пентаклей, старший аркан Дьявол, это какая-то инфляционная, что ли, нагрузка, это когда ты тратишь больше, чем ты имеешь. Поэтому здесь могут быть определенного рода сложности. Значит, если будет ослабление доллара, то здесь будут, знаете, как попытки пересмотра, попытки ручного координирования, управления, навязывания этой системы. Ну и здесь достаточно перспективные процессы, связанные с увеличением, скажем так, влияния доллара на какой-то вот финансовый рынок, на международную арене, несмотря на какие-то инфляционные процессы. Еще это вот, знаете, как какое-то определенного рода обязательство именно вот расчета в долларовой, например, системе. Если мы смотрим на евро, девятка жезлов, семерка Пентаклей, туз Пентаклей. Достаточно благоприятные позиции, встает необходимость защиты данной валюты. Здесь у нас могут предпринимать различного рода инструменты для того, чтобы можно было обезопасить, защитить, стабилизировать. Девятка жезлов, семерка Пентаклей и туз Пентаклей может нам говорить, допустим, о попытке регуляции, что ли. Здесь у нас просматриваются этапы необходимости заморозки, в том числе для того, чтобы евро не потерял какую-то свою ценность. Давайте посмотрим в контексте 2026 года валюты. А вот здесь вот у нас, если мы говорим про платежную систему БРИКС, про валюту БРИКС, могут быть какие-то изменения. Во-первых, старший аркан смерть, туз жезлов, это изменение трансформации ситуации, изменение платежной системы, изменение валюты, воспользоваться новыми какими-то обстоятельствами, расширить сферу влияния. Здесь уже БРИКС и система, валюта, не знаю, как правильно называется, может
иметь какое-то альтернативное значение. Здесь могут быть какие-то дополнительные расчеты, либо какие-то частичные расчеты. В контексте 26 года, если мы говорим про доллар, то здесь шестерка мечей, восьмерка мечей и восьмерка кубков, значит распространение, влияние, ограничение данного распространения, данного влияния. Здесь у нас может переходить, допустим, доллар на какую-то цифру, потому что шестерка мечей, восьмерка кубков — это изменение стратегии, это изменение, возможно, какого-то курса, попытки заморозить, стабилизировать ситуацию, не дать опуститься. А еще шестерка мечей, восьмерка мечей и восьмерка кубков. Если мы говорим про сторонников доллара, то это попытка, знаете, как навязать, использовать. Шестерка мечей, восьмерка кубков. Здесь нам могут подсказывать про ситуацию, когда могут просматривать альтернативные, скажем так, источники оплаты в связи с какими-то санкциями. Еще в 2026 году здесь долларовая система могут пересматривать, допустим, какую-то санкционную политику. Здесь могут быть какие-то разморозки, разграничения, скажем так, снижение какой-то санкционной зависимости, потому что это может блокировать доллар, сужать его деятельность. Значит, смотрим мы евро. Тройка жезлов, десятка мечей, тройка кубков. Может быть нанесение какого-то ущерба, какого-то удара. Особенно если мы говорим про какие-то международные рынки, про международную торговлю. Тройка мечей, тройка кубков может нам говорить об отказе использования евро какими-то странами, какими-то альянсами, либо для решения каких-то проблем. А также это может нам говорить о том, что в середине 26-го евро может ожидать какой-то удар. Ну и давайте попробуем просмотреть взаимоотношения. Здесь у нас просматривается какая-то определенная напряженность, особенно если мы говорим про систему БРИКС и про долларовую систему. Старший аркан башни — это удар, это фондовые рынки, это все, что предполагает резкие какие-то колебания, какие-то изменения. Более того, мы просматриваем в контексте 26 года, может наступать какие-то резкие события, которые, с одной стороны, БРИКСу, да, либо системе БРИКС подарят какие-то новые события. Вот это использовать, допустим, если мы говорим в контексте финансового кризиса, если мы рассматриваем финансы, какое-то падение для того, чтобы выстрелить, для того, чтобы укрепить какие-то позиции. Если мы говорим про... Это, кстати, вот может быть падение фондовой биржи в том числе, вот как было в 98 году, по-моему, в 2008, я уже сейчас точно не помню. А здесь это попытка тоже воспользоваться ситуацией, но может быть какой-то отказ, воспользоваться ситуацией для того, чтобы улучшить взаимоотношения, сменить позицию и отказываться, например, от каких-то репрессивных мер, если мы говорим в контексте санкций. Значит, если мы говорим про доллар и про евро, здесь у нас просматривается пятерка мечей, это какие-то резкие нападки, резкие выпады. А если мы просмотрим вот эту комбинацию, здесь у нас может быть какая-то борьба, усиление одной валюты против другой, либо усиление одной валюты за счет использования другой в том числе. Если мы говорим про валюту БРИКС и про валюту евро, здесь у нас могут просматриваться варианты сотрудничества, особое внимание, просмотр в качестве альтернативы. И для БРИКС старший аркан Солнца в контексте, например, системы евро может говорить о том, что вот эта площадка может признать эту площадку, потому что это вот как получить какой-то определенный статус, что ли. Вот в таком контексте. Я, конечно, не экономист, посмотрим, как это проиграется в 2025-2026 году. На этом все. Берегите себя. До новых встреч.